Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю заварное тесто, а именно профитроли из него. Тесто это всегда получается по этому рецепту. Покажу и расскажу все нюансы, на которые следует обратить внимание при приготовлении данного теста. Здесь в кастрюле 150 мл или грамм воды, 100 грамм молока, 1/3 чайной ложки соли, 1 чайная ложка без горки сахара. Также я туда отправляю 100 грамм сливочного масла. И сейчас идем на плиту и доводим всю эту смесь до кипения. Смесь должна закипеть. Именно закипеть, не просто дойти до кипения, а должны пойти активные вот такие пузыри. Высыпаю туда сейчас одним разом, прям высыпаю просеянных 150 грамм муки. Не просто просеиваю туда, а именно, можно сказать, одним комком высыпаю эту муку. Здесь для работы беру деревянную лопатку. И опять отправляю эту кастрюлю на огонь. Огонь у меня из 9 где-то 7. И завариваю тесто, постоянно перемешивая этот комок, где-то 1,5–2 минуты, не более. На дне кастрюли должна образоваться такая характерная корочка или налет такой бархатный. Этот налет не должен пригореть ни в коем случае. Долго тесто уваривать нет смысла, потому что лишняя влага выпарится настолько, что потом уже тесто станет излишне сухим. Отправляю сразу же его в ту емкость, где я буду замешивать дальше это тесто. Вот такая вот пленочка у нас, видите, бархатистая, но не пригоревшая, на кастрюле должна остаться. Тесто хорошо заварилось. Тесто очень горячее сейчас. Слегка вот так его передвигаем по емкости. Тесто для введения яиц не должно превышать в температуре более 60 градусов Цельсия. Это очень важно, иначе яйца просто сварятся. Тесто у меня остыло где-то до 50 градусов. Это нормально. И теперь я ввожу туда один за одним яйца. Здесь яйца очень важно взвесить. Яйца у меня категории М, средней категории по весу, но общий их вес у меня составил 190 грамм, не 200, как это должно быть. Каждое яйцо взбиваем где-то минуту. И по одному яйцу я сейчас ввожу, перемешивая это насадками крюк или спираль у миксера. И этого количества яиц недостаточно, поэтому я разбила сейчас 5-е яйцо, перемешала его в меланж. Тесто слегка уже подвижное, но еще очень густое, таким оно не должно быть. И вот это яйцо я его взвесила 45 грамм. Половину я добавляю сразу смело. То есть здесь у меня где-то 210 грамм сейчас яичной массы. И смотрим здесь уже по консистенции теста. Я сейчас покажу, на что следует обратить внимание. Это все можно замешивать также деревянной лопаткой или другой силиконовой лопаткой плотной. Тесто еще не такой консистенции, как мне нужно. И я добавлю остаток яиц, то есть где-то 20 грамм еще примерно. И в итоге у меня получится в общей сложности примерно 230 грамм яичной массы на это количество теста. И вот такая консистенция теста у меня в итоге получилась. Тесто должно быть лениво подвижным, оно не должно быть таким плотным, и оно должно быть глянцевым вот на этом этапе. В идеале тесто, конечно же, замешивается уже в планетарном миксере с насадкой силиконовая лопатка. И тогда тесто получается, конечно же, очень хорошим. Здесь очень важно уловить именно консистенцию теста. По сути, нельзя будет исправить его уже, если оно сделано неправильно. Видите, оно глянцевое тесто. Первое, оно падает вот такой вот тяжелой каплей. И далее образуется так называемый птичий язычок, вот такой треугольник. То есть тесто постоянно движется. Сейчас я накрываю это тесто пищевой пленкой в контакт и оставляю его отдохнуть где-то 1,5–2 часа при комнатной температуре. Можно этого не делать, но я всегда это делаю, потому что так потом изделие уже при выпечке будет более хорошо держать форму, меньше будет вот этих разрывов.
прошло у меня 1,5 часа. Здесь насадка 1Е у меня. Насадку можно брать любую, 1,5-2 сантиметра на выходе, то есть большую насадку. Можно его просто отсаживать без насадки из кондитерского мешка. Можно просто из пакета для хранения в морозилке продуктов. Также можно ложками даже отсадить на этот противень. И здесь, смотрите, тесто все равно подвижное, несмотря на то, что оно простояло у меня 1,5 часа. Здесь очень важно, чтобы не напускать лишних пузырей в тесто, наполнить мешок вот таким образом с края, чтобы воздух выходил вот через вторую сторону мешка. И сейчас все тесто сразу же я раскладываю по кондитерским мешкам, то есть то, чем я сейчас буду работать. В один мешок сразу выложили тесто, и во второй я сразу же выкладываю на второй противень теста, который будет выпекаться уже вторым, я также выкладываю то тесто в кондитерский мешок. И это очень важно, чтобы тесто не заветривалось. Здесь у меня насадка круг 1 см на выходе, и я буду отсаживать через эту насадку обычные круглые профитроли для начинки торта. Это я покажу уже все в следующем видео, тот торт. Сейчас пока сами профитроли делаем. Этот мешок второй пока я отставляю в сторону. Я не даю воздуху проникать к тесту. Видите, я вот так вот его скрутила как бы и откладываю пока. Теперь вот таким способом я выпускаю излишние пузыри из теста. Это самый элементарный способ. Просто чтобы лишние пузыри, не все, может быть, они выйдут, но хотя бы большая их часть выйдет из теста. Создаю давление в мешке и начинаю отсаживать профитроли. Отсаживаю я такие небольшие профитроли, я не люблю крупные, я всегда их делаю, так сказать, на один укус. Так они очень комфортно поедаются, эти профитроли. Насадку здесь можно брать абсолютно любую, какая вам нравится, но крупную. Здесь я слегка смочила палец водой и вот так приглаживаем верхушки. Можно этого не делать. Теперь вот так на противне перевернутом я буду выпекать при температуре 170 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке примерно 35-40 минут. И когда уже последние 5 минут выпекания предыдущего противня у меня проходит, я отсаживаю следующие профитроли, чтобы у меня духовка не стояла. Важно первые 20 минут не открывать духовку. Это очень важно, иначе тесто опадет. Итак, первая партия у меня готова. Даю противню остыть и перекладываю вторую партию теста. Температура выпекания здесь очень индивидуальная. Я бы сказала от 170 до 200 градусов Цельсия. Вы должны полностью смотреть только по вашей духовке. Вот так они выглядят внутри. Полые, вот такая вот у них внутренность. Очень удачный рецепт, очень удачные профитроли. Не зажаренные нигде. Выпеклись и первые, и вторые профитроли. Вот эти маленькие кругленькие я буду наполнять уже ими торт в следующем видео. Крем для наполнения профитролей – это крем Дипломат, в данном случае у меня без добавления яиц. Я готовила в предыдущем видео. Ссылку на видео по его приготовлению я оставлю в описании к этому видео. Крем вкуснейший на сливках, заварной крем без яиц. Получается всегда. Очень советую приготовить. А также в плейлисте на моем канале рецепты кремов. Огромное количество кремов, которыми вы можете наполнить профитроли. Здесь у меня насадка номер 8, круг. Можно из специальной насадки для эклеров и профитролей наполнять, но я показываю вот такой вот обычный. Она у меня есть, та насадка, но у многих ее нету, поэтому я показываю, как это делается. Делаем вот такое отверстие обычной деревянной шпажкой сзади, можно сбоку делать. И сейчас наполню все профитроли. Корпусы плотные, хорошие, крем из них не выливается, не вытекает. Аккуратно вот так в разные стороны как бы наполняем внутри кремом каждую штучку. Профитроли получаются очень вкусные. Они хорошо держат форму. Вот эти я убираю сейчас в холодильник для наполнения ими
начинки торта. Это уже будет в следующем видео. Вот сейчас разрезаю вам, покажу, как она выглядит. Профитролька именно внутри с этим кремом. Крем подвижный, крем тающий во рту. Корпус, смотрите, какой красивый. Все пропеченное. Очень-очень вкусно. И вот такие красивые профитроли у нас получились. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.